Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшняя наша с вами встреча посвящена чтению Таро на любовь, на отношения, в котором мы посмотрим с вами мысли, чувства, действия, планы загаданного человека по отношению к вам. Настраивайтесь на себя, на свою интуицию, на свою ситуацию в отношениях. Настраивайтесь на загаданного человека. Этот расклад Таро для женщин и для мужчин. Я буду стараться читать карты Таро в универсальном стиле для мужчин и женщин. Начнем с потока и без вопросов. Не будем задавать вопросы, просто будем читать карты о вашем партнере. Друзья, выпадает девятка кубков, выпадает аркан Мир и выпадает десятка мечей. У меня такое ощущение, что мужчина здесь ищет выход, как бы закончить эти отношения. Или ваш партнер ради своего удовольствия, ради своего интереса ищет способы, как прекратить что-то в ваших отношениях. Но он как бы с одной стороны, он хочет прекратить и, возможно, и ищет выход, как бы прекратить. Да? Вот десятка мечей. Но есть аркан Мир. Он хочет прекратить отношения, не разрывая их, то есть сохраняя некую связь. Как это возможно или невозможно, это уже второй вопрос. То есть, с одной стороны, он хочет прекратить, а с другой стороны, хочет оставить связь. Возможно, та связь, которая у вас сейчас, она волей-неволей в ваших обстоятельствах ведет к прекращению этих отношений. Пока вижу десятку мечей, и мне ее нужно озвучивать, поэтому давайте так скажем. Как минимум, если мужчина не будет ничего менять, а его все устраивает, девятка кубков, и если он таким образом захочет сохранять с вами связь, то рано или поздно это может принести или привести к разрыву ваших отношений или принести негативный результат, да, то есть отрицательный результат. Ну, пока что так. Ну, просится, значит, надо давать ее сюда. Смотрите, мужчина здесь торопится в своих интересах. То есть ему интересно, если то, что происходит между вами, оно произойдет быстрее. И если это будет быстрее, то для него это будет лучше. Вы знаете, он действительно хочет сохранить с вами связь. Почему? Скорее всего, потому что он боится вас потерять. Здесь, скорее всего, такие мысли, что либо он не готов с вами разрывать отношения, либо, либо он не готов, либо он боится, да, вот так. И здесь императрица, смотрите, а знаете почему так? Потому что вы еще ого-го, да, то есть, почему? Потому что вы императрица как женщина. Особенно если женщина здесь телец, дева и козерог, но если какой-то другой знак, здесь играет роль. Смотрите, что именно. Ваш ресурс, ваша красота, внешность, да, ваша сила и ваша власть над мужчиной. Смотрите, здесь мужчина как бы делает вид, что он император.
Но здесь он делает вид, он здесь девятки кубков. Ему это амплуа императора, оно ему заходит, оно ему нравится, да, это его творческое амплуа. А вам не надо делать вид, что вы императрица. Вы и есть императрица в этой ситуации. Понимаете, в чем разница? То есть мужчина как бы здесь получается в своих интересах, но он недооценивает женский ресурс, женскую силу, женскую красоту и все качества, которые принадлежат женщине и в совокупности делают ее позицию более сильной. Давайте посмотрим и спросим, сохранились ли в мужчине теплые чувства? Именно чувства спросим. Я хотел спросить, торопится? Почему он торопится, да? Но потом посмотрим, может быть, да? Или причина его спешки. Но все-таки давайте восьмерку жезлов и девятку кубков как тайные чувства, тайные теплые чувства к вам сохранились ли в нем до сих пор, несмотря на все, что происходит. Да. И здесь еще раз я повторюсь, здесь внешность и ресурс имеют основание быть причиной тому, что у него к вам теплые чувства. То есть вы как минимум сильны и ресурсны, в том числе и, возможно, не бедны. Тут королева пентаклей, да. Ну и ваша особенность какая-то, да, вот внешности, она, может быть, заставляет этого мужчину любоваться вами, и он боится вас не видеть, да, то есть он как бы привязался к вам, что ли, да. Давайте спросим, действительно ли он боится вас потерять? Перепроверим восьмерку мечей, но она как бы у нас идет фоном здесь. Да, скорее всего, он не то что боится потерять, для него эта потеря будет достаточно серьезная. То есть, да, действительно, он вас... Разрыв с вами он считает каким-то досадным поражением, досадным разрывом. Здесь дьявол, он, этот человек, этот мужчина здесь, он зависит от вас. Каким образом? Самые главные ваши ресурсы – это сила, здоровье, красота, может быть, деньги. Но остальное здесь уже смотрите, по ситуации, да. Могут ли быть дети? Могут, если у вас есть общие дети. И может ли быть просто вот какая-то ваша власть над ним? Да, может быть. Пока что вижу очень сильную зависимость. Может быть, и созависимость. Дьявол все-таки присутствует. Давайте посмотрим. Самый главный ваш козырь, самый главный ваш ресурс, женский ресурс в этой ситуации, да, вот чем вы берете или чем вы превозмогаете эту ситуацию, или ключ к этой ситуации с вашей стороны. Страшный суд. Я сейчас не могу сказать, что именно это, но это нечто неземное. Это нечто может быть ангельское или что-то духовное. Что это? Например, ваша неземная красота. Я понимаю, что красота – это субъективное понятие в чужих глазах, да? Но, тем не менее, то есть есть какая-то, может быть, особенность внешности, да, которая, не дает ему оторваться, да. С другой стороны, эта карта очень духовная, и может быть такое, что вы, например, к примеру, плюс
в этих отношениях, он минус. То есть вы как бы антипод ему, но вы как бы позитивный антипод, а он как бы негативный антипод. Ну, вы так будете считать, во всяком случае. Он может считать наоборот. То есть вы как бы разные полюсы, может быть, единого целого. То есть вы разные, и это его и притягивает. То есть срабатывает закон притяжения. Минус притягивается к плюсу, да, и вот за счет этого у вас, ну, как бы получается, срабатывает, ну, некая, ну, созависимость, да, вот так вот, да, то есть. Окей, давайте дальше посмотрим. На этого мужчину выпадает некая женщина, королева Пентаклей. Да, мы допустили, что это вы, но давайте спросим, скрывает ли он по Скорпиону еще какие-то чувства к другой женщине? Ну, кому интересно. Если вам этот момент не интересен, можете промотать. Скрывает ли он какие-то чувства к другой женщине? Ну, здесь 50 на 50. Ни да, ни нет, я так скажу. И да, и нет. Ни да, ни нет. 50 на 50. Такая, знаете, как спокоен он. То есть давайте так скажем. Даже если есть какая-то женщина, он в принципе думает ровно 50% о ней и 50% о вас. То есть вы как бы, если теоретически была бы соперница, то, ну там, 50% чувств он бы отдал вам и 50% ей. Хорошо, а вот теперь спросим, скрывает ли он чувства? А есть ли таковая? Ну, кто-то может перепроверить, да? Есть ли таковая? Дьявола проверяем, да? Ну, я так скажу, если эти отношения на дистанции, если он постоянно ездит туда-сюда, то теоретически таковая есть, особенно если он ездит туда, где он родился или откуда он родом. Да, какая-то вот другая страна, тут колесница. То есть, если он там в командировках, то это может быть, да, то есть, ну, такая ситуация. Если он по бизнесу часто там или регулярно, да, отклоняется. И если он ездит, ну, к родителям, например, да. Ну и здесь страшный суд, что может реанимировать ваши отношения из той ситуации, в которой вы оказались на здесь и сейчас. Здесь Паш Пентаклей. Ну, это шанс извне. Давайте так скажем. Что может реанимировать эти отношения? Эти отношения может реанимировать ваш шанс, который вы можете дать ему, его шанс, который он может дать вам, и ситуация в отношениях, которая может быть шансом, возникшим как бы по судьбе случайно, ну, в процессе, да, допустим, ну, стечение обстоятельств, благодаря которым вы можете использовать каждый свой шанс, не давая друг другу, да, ну, допустим, вы встречаетесь где-то в поездке, например, или едете в один и тот же город, такое часто бывает, тут ко мне обращаются на личные консультации, да, и спрашивают, вот что мне делать, да, например, если мы будем в одном городе, нам встречаться или нет, ну, и так далее, да, то есть будет какое-то стечение обстоятельств, скорее всего, это будет связано с поездкой, где этот шанс вы можете обоюдно использовать. Ну, и тут уже нужно понимать, зная, что он едет, вам надо с ним связываться или не надо, это уже свои обстоятельства. Давайте посмотрим, что он думает именно о вас в настоящий момент. Его мысли о вас. Ну, смотрите, здесь Паш мечей, вы не выходите у него из головы, это так и есть.
Он тревожится, боится, возможно, разорвать отношения. И такое ощущение, что он наблюдает за вами, следит, да, может быть, в социальных сетях периодически там скроллит ваши какие-то сторис, да, или там были вы там, в каком-то мессенджере или не были и так далее. То есть он думает, что вас нельзя или не надо упускать из виду. То есть он думает о том, что с вами происходит. То есть он беспокоится о вас в настоящий момент. Хорошо, его скрытые чувства к вам. Колесницу проверяем. Он на вас злится. Скорее всего, потому что вы не выходите на связь. У меня такое ощущение, что вы его каким-то образом не даете ему к себе доступа, да, пока. Ну, может быть, он какой-то жест сделал, да, эгоистичный, да, и он, допустим, сделал вид, что разрывает. Но он, знаете как, он сделал вид, но он не разорвал или недоразорвал, не дотянул, не дорвал, да. Поэтому в чувствах он на вас разгневан даже больше, да, рассержен, разгневан. Вот такой здесь паж мечей и рыцарь мечей. Что он хотел делать или что он планировал ранее по отношению к вам? Его планы, которые были. У него в планах было с вами продолжать создавать семью, быть счастливым человеком и так далее. В планах была 10 кубков. А вот какие планы у него по отношению к вам сейчас или сегодня? Он будет с вами играть, он будет манипулировать, он будет навязывать свои правила игры, свою игру, свои интересы и будет, знаете, как мотать вас, да, вот как рыбак поймал рыбу, да, и чтобы она с крючка не сорвалась, он ее будет плавно морить, да, вытягивать. Хорошо. А как именно он будет проявляться, его ближайшие действия, да? Ну, он может как-то появиться, да, и сказать, что ему тяжело и что у него серьезные проблемы. Но таким образом он будет добиваться от вас того, что он хочет. А что же он хочет от вас добиться или чего он хочет от вас добиться? Он хочет возобновления, он хочет выгоды, в том числе и финансовой, если вы знаете, что вы ему каким-то образом помогаете. Поэтому он будет добиваться от вас и денег, условно говоря, если вы его финансируете вдруг, и физических, материальных связей, да, контактов, телесных контактов в том числе. Хорошо, давайте спросим. Что происходит в ваших отношениях, да? Смотрите, как это можно назвать? Вот как можно назвать вот такие отношения, которые мы с вами сейчас рассматриваем? Или как видят ваши отношения высшие силы? Здесь мужчина пытается, или манит, или входит в образ, в амплуа императора. Но при этом, еще раз повторяю, мужчина пытается быть здесь императором, а женщина здесь есть императрица. Может быть, женщина действительно недооценивает этого мужчину, но позиция женщины здесь не так слаба, как она может думать. Может же она думать о своей позиции, как о позиции слабого. Может. Но при этом она где-то ошибается. Где-то есть какой-то ресурс, допустим, материальный. Да, это не обязательно деньги, еще раз, внешность, красота, понимаете? То есть есть ресурс, благодаря которому она все равно выигрывает. Окей. Хорошо. Совет женщине, что делать в этой ситуации? Здесь нужно решать, нужно ли вам выдерживать этот кармический узел или его нужно рубить.
Совет мужчине в этой ситуации. Ну, мужчине нужно давать перспективу и давать эту перспективу не только себе, ну, как эгоисту, да, а он здесь с 9 кубков это эгоист. Ну и давать перспективу и себе, и партнерше. То есть мужчине это выгодно как минимум, да, и в этой выгоде может быть тепло, да, то есть могут быть чувства, и мужчина может открывать партнершу совершенно по-другому, с другой стороны. Будете ли вы вместе? В настоящий момент карты говорят, что это возможно, и вам нужно просто действовать активно, как мужчине, так и женщине. Что вам нужно делать, чтобы продолжались отношения? 4 кубков, ну, здесь нужно понять, что лишнее в ваших отношениях, и нужно перестать обижаться, винить и испытывать чувство вины, проработать эти моменты. Что вам делать категорически нельзя в этих отношениях? Терять самообладание, контроль, выходить на эмоцию, особенно женщине. Ну и нужно быть предельно искренним и честным с собой и своими чувствами, что вы действительно чувствуете, когда вы в этих отношениях. Хорошо. Будете ли вы вместе? 4 кубков говорит о возможном сближении по обоюдной инициативе путем коррекции прошлых ошибок или неповторением прошлых ошибок. Ну и просто финальная карта для вас лично, как того, кто гадает. Здесь король пентаклей. Ну, смотрите, мужчина, который здесь, в этих отношениях, он может быть императором потенциально и может быть надежным. Но здесь вопрос его эго. Женщина здесь достаточно ресурсная, сильная и, возможно, слегка недооценивает свои позиции. Все буде добре. Побачимось, почуємось. До зустрічі. Па-па.